Всем героям привет! Давайте сегодня поговорим с вами про королеву пиратов и обсудим ее кузницу, которую я довел до 5 звезд. Поговорим о том, стоит ли это делать или нет, ощущается ли разница вообще в принципе. Вот просто для сравнения. Обсудим такую возможность. Я эту кузницу поднял на прошлой неделе, у нас была арена на пистолеты вот эти кремниевые. И вот мне повезло дотянуть ее до 5 уровня. Скажу сразу, не стоит заморачиваться, не стоит тратить вот эти супер жетоны на то, чтобы прокачать вот эту вот кузницу. Вы особо разницу не почувствуете. Если у вас вот эти ручные пушки будут, то каких-либо прям существенных изменений вы не испытаете абсолютно. Даже после того, как вы выберете вот этот, прокачаете 5 уровень, вы тоже в целом разницу никакую и толком-то вы просто не почувствуете. Если есть возможность прокачать, естественно, прокачивайте, а возможность у нас это появляется только вот с ареной, если эти жетоны выпадают. Если жетоны не выпадают, то супер, и мы не трогаем, не тратим, нам есть куда их потратить. Итак, для чего же нам все-таки вообще в целом нужна королева пиратов, что она нам дает? Так, давайте здесь ребятам поможем. Итак, что она нам дает? Она дает нам прибавку в виде 5% в виде 2,5% к длительности эффектов и 2,5% к скорости снарядов. Окей, с этим вообще вопросов никаких нет. Это глобалка, это мы используем, это мы берем. 120 уровень, тоже не стоит надрываться, не стоит прям вот так вот активно, яростно набрасываться на то, чтобы его прокачать. Потому что вот этот вот шанс к моментальному убийству, он у нас просто не везде работает. Так, приношу извинения. Он у нас не везде работает. То есть в сложном режиме он у нас не используется, так как он отключен. В кошмаре тоже он у нас не используется. В арене он у нас работает не всегда. Поэтому, если у вас его нет, в этом ничего абсолютно страшного нет. И нет и нет. Расстраиваться от этого не стоит. Тут лучше прокачивать все остальное, но вот шанс моментального убийства, это тоже мы с вами отложим. Что у нас еще можно, в принципе, обсудить? В целом, игра у нас сейчас сводится к тому, что прокачанные персонажи нам все равно нужны. Вот сейчас идет такая битва с боссом, которая, вы сами знаете, то есть за персонажа, за одного мы с вами сможем сбегать всего лишь 2 раза, и потом уже приходится выбирать остальных. У меня по наличию моих доступных персонажей королева пиратов в принципе набирает неплохой урон. Не знаю почему так, может быть из-за того, что она там 5 звезд, может быть просто мне так везет. Вот как-то вот выходит так, что она у меня в принципе вот в основной массе в целом неплохо она себя показывает. И поэтому была возможность дотянуть ее до 5 звезды, я это сделал, и вот ни капли об этом не жалею. Но если, допустим, взять того же Сина, к примеру, у которого у меня также 5 звезд, здесь уже вот эта разница между 5 там и 1 уровнем, она у нас ощущается. Тут уже, конечно, есть прирост к урону, появляются 2 чакрама, которые бегают у нас по экрану, и чем больше у нас скорость снарядов и чем больше область, тем вот эти чакрамы наносят больше урона, они становятся сильнее. Если вдруг мне выпадет, допустим, арена на пистолеты и на сюрикены, то, естественно, я уже буду пытаться проходить сложную арену. Мне кажется, мне там навтыкают прям знатно. По крайней мере, сейчас. Вот.
А так у меня, в принципе, логика такая, то что если выпадает арена и у меня это оружие, оно не 5-го уровня, не доведено до предела, я буду проходить вот обычные уровни. Вот примерно вот такие рассуждения. Ну и давайте посмотрим, как, в принципе, вообще она себя ведет. Стандартный набор. Камни у нас будут на перезарядку. Область эффектов можно убрать, она ей не нужна. Можно поставить, в принципе, ну, скорость снарядов тут особо, конечно, влиять не будет. Так, да их, наверное, не будем заморачиваться. Оставим, наверное, как есть. Область эффектов так и оставим, потому что все-таки у нее, по-моему, если не ошибаюсь, то кузница, которая разрывные пули, может быть, они и влияют, но, опять же, повторюсь, это как-то вот, ну, оно особо-то и не ощущается. Да, там какие-то, может быть, разрывы есть, но не думаю, что там что-то существенно поменяется. Поэтому давайте попробуем пройти приключения. Да, небольшая сложность сейчас у нас будет, но нам это нужно всего лишь для того, чтобы просто понять, чтобы вы наглядно увидели разницу, которая у нас идет именно вот по этому оружию. Так, и для наглядности давайте мы с вами сразу включим режим видимости, точнее выключим его. Ну да, все-таки вот видите, вот этот взрыв, он все равно есть. Так, ну тут, в принципе-то, можно и любое брать. Вот этот взрыв, он все равно есть, плюс снаряды, какой-то вот рикошет у нас небольшой есть. Но это может быть вообще не об этом, конечно, речь идет. Так, нам сейчас надо постараться довести вот эти пушки до предела. Давайте все-таки подускоримся, чтобы быстрее у нас процесс пошел. Не выпадают эти пистолеты. Есть большая масса игроков, которые в самом начале игры допускают одну такую вот большую ошибку, которая потом за собой ведет последствия. Что некоторые любят делать. То есть вот открывается вот эта королева пиратов. И люди начинают покупать осколки, начинают за нее прям активно ее продвигать, активно ее проталкивать, пропихивать везде и всюду. И вот в голове у игрока может устояться такое мнение, что вот все, королева пиратов там имба, допустим, я буду играть только за нее. Но на самом деле это большая-большая ошибка. Не стоит этого делать. Есть куча других персонажей, за которых интереснее играть, которые намного сильнее. Самое главное, они полезнее. Вот, поэтому не допускайте эту ошибку. Этот персонаж, он у нас по большому счету второстепенный. Кошмар, мы за него не поиграем. Ну, сложный, обычно, это понятно. Это можно пройти, попробовать. Но, опять же, вам будет некомфортно. Вы будете себя чувствовать немножко некомфортно на этом персонаже. Поэтому не стоит даже заморачиваться. Вот все-таки получилось до 5-го уровня довести. Сейчас уже следующий уровень у нас будет эволюция. Ручные пушки стреляют разрывными пулями. И вот просто вот посмотрите. Такое чувство, как будто бы ничего толком-то и не меняется. Ну да, вот появляются какие-то кружочки, но в целом никаких изменений. Как вот мы себя чувствовали, в принципе, не особо. Так мы себя здесь не особо-то и чувствуем. Вот такая тавтология получилась. Да, стоит прокачать кузню до 3-го уровня, потому что на 3-м уровне у нас идет минус 1% к перезарядке. Вот так вот помедленнее сделаю, чтобы было видно, что вообще происходит и что получается. Вот, то есть она стреляет. Визуально, конечно, анимация поменялась. Пистолеты у нее тоже там немножко пошире стали. Ну и в целом-то и все. То есть
еще раз повторюсь, не стоит бросать, особенно вот тратить вот эти вот супер жетоны, которых и так у нас с вами, у них дефицит, то есть они, это трудно такая доставаемая валюта в игре, которая очень сильно ценится. Поэтому ее лучше всего будет перенаправить в какое-то другое русло. Ну и опять же, для битвы с боссом, да, она пойдет. Прокачать можно, но точно не за супер жетоны. Тут поэтому, ребята, делайте выводы, не совершайте ошибок, прокачивайте все остальное. Ну, конечно же, доводите кузницу до 3-го уровня, это безоговорочно, это нужно сделать. Супер жетоны на нее мы не тратим, мы их не трогаем. Мы их там либо бережем для чего-то более существенного, глобального, значимого. Вот. Либо открываем что-то другое. Но точно не на королеву пиратов. Но опять же, здесь даже вот по логике можно рассуждать так, что персонаж этот дается у нас бесплатно, там за на какой-то день она нам дается. Поэтому все, что досталось нам вот на такую вот халяву, и которая есть у всех, ну, навряд ли это будет сильным героем. Потому что есть куча всего другого, которое трудно открыть, которое очень сильно ценится. Вот, и поэтому, ребята, делайте выводы, не спешите с тем, чтобы довести ее до 5-го уровня. Вот. И перенаправляйте свои силы на что-нибудь другое. Скучно. Ничего толком интересного здесь нет. Ну, стреляет и стреляет. Вот просто вот вы сами видели, что разницы особо никакой нет. Ну, прошла и прошла. Ну, это всего лишь 3-й уровень, это всего лишь приключение, поэтому делать выводы только вам. Изобретателя уже совсем скоро доведу до 100-го уровня, еще пока ни разу за него не играл. Интересно, конечно, вот прям жду с нетерпением, когда у меня все-таки эти орбы, сферы появятся. И можно будет уже сделать обзор. Ну вот, как-то так. Такой вот унылый, скучный обзор получился. Предостерегающее руководство для новых игроков. Всем спасибо, кто посмотрел. Всем пока, до новых встреч.